Привет, мой друг. На этом канале мы изучаем русский язык через интересную историю. Слушай внимательно, читай текст на экране и повторяй новые слова. Если нужно, используй субтитры. А теперь начнем. Ты знаешь, что такое рис? Конечно, знаешь. Ты видел его в магазине или ел дома. Но рис– это не просто еда. Рис изменил историю целых народов. 8000 лет назад в Китае жили охотники. Они не знали, что такое государство. Они не строили городов. Они просто искали еду каждый день. В это время на юге Китая, рядом с рекой Янцзы, люди заметили одно растение. Это был дикий рис. Сначала они ели его, как обычную траву. Потом они начали его сажать специально. Прошло время. Китайцы поняли одну важную вещь. Если залить поле водой, рис растет гораздо лучше. Урожай становится больше в несколько раз. Это было великое открытие. Но здесь начиналась и большая проблема. Как залить поле водой? Нужны каналы. Нужно много людей, которые будут вместе работать. Один человек с этим не справится. Представь, что ты крестьянин. Ты хочешь вырастить рис. Что тебе нужно? Вода. Много воды. Но вода не приходит сама. Ты должен построить канал. Ты должен принести воду на поле. Один человек не может это сделать. Нужно 100 человек. Нужна 1000 человек. Кто будет ими управлять? Именно так появилась первая власть. Нужен был кто-то, кто говорит: ты копаешь здесь, ты там, а ты следишь за водой. Это был первый начальник. Вода требует порядка. Порядок требует власти. Власть требует подчинения. Поэтому государства в Азии стали сильными и строгими. Не потому, что там жили плохие люди, а потому что рис требовал воды, а вода требовала общей работы. В Китае рис не просто зерно. Это культура и история. Можешь ли ты представить такую вещь? В Китае вместо «как дела» говорят «ты сегодня ел рис?». Китайцы верили, что первый человек, который научил их сажать рис, был почти богом. Его называли «отец земледелия». Даже великий император Цинь Шихуанди, тот, кто построил Великую Китайскую стену, считал себя его потомком. До прихода монголов в 1200 году в Китае жили 140 миллионов человек. Это 40% всего населения Земли в то время. Такое стало возможным только благодаря рису. Рис кормил огромное количество людей. Но рис– это и опасность. Засуха или наводнение, и урожая нет. Цена на рис растет, люди голодают, начинаются восстания. В XIX веке крестьяне сажали рис точно так же, как 2000 лет назад. Ничего не менялось. Урожая не хватало. Это привело к большому кризису и, в конце концов, к революции. Япония– рисовая страна. Ты это знаешь? Японцы едят рис каждый день. Но так было не всегда. Сначала в Японии жили охотники и собиратели. Они не знали земледелия. Потом пришли люди из Кореи. Они принесли рис, и все изменилось. Целых 1000 лет вся японская экономика строилась вокруг риса. Налоги платили рисом, самураи получали зарплату рисом. Зарплата называлась коку. Это примерно 150 килограммов риса в год. Столько нужно одному человеку, чтобы выжить. Богатство тоже измерялось рисом. Один богатый клан получал почти 1 000 000 коку в год. Это 150 тысяч тонн риса. А знаешь ли ты, что такое японские свечи? Это графики на бирже. Они показывают, как меняются цены. В 1710 году в городе Осака появилась рисовая биржа. Там продавали и покупали будущий урожай.
еще до того, как рис вырос. Трейдеры придумали особый способ рисовать графики цен. Сегодня весь мир использует этот метод на биржах. Он и называется «японские свечи». А началось все с риса в Осаке 300 лет назад. Но рис принес японцам и беду. Богатые люди ели белый шлифованный рис. Это казалось красивым и престижным. Но при очистке рис теряет важный витамин В1. Без этого витамина человек заболевает. Опухают ноги, немеют руки, останавливается сердце. Один врач провел эксперимент. Он отправил одну группу моряков с обычной едой, белый рис, другую группу с другой едой, хлеб и мясо. Результат был страшным. Из первой группы половина заболела, 25 человек умерли. Из второй группы заболели только 14 человек. Вывод очевиден. Белый шлифованный рис вреден для здоровья. Индия тоже родина риса. Знаешь ли ты, откуда пришло само слово «рис»? Из санскрита, очень древнего языка в Индии. Это слово разошлось по всему миру и стало словом «райс» во многих языках. Индия дало миру само название этого зерна. В Индии рис – часть традиций. Когда рождается ребенок, его кормят рисом. Это символ долгой и здоровой жизни. На свадьбах рисом осыпают молодоженов. Это такой обычай. Но в истории Индии есть и очень страшная страница. В 1943 году на востоке страны случился голод. Погибли от 2 до 3 миллионов человек. Почему это произошло? Шла Вторая мировая война. Японские войска заняли соседнюю страну Бирму, откуда Индия получала рис. Поставки прекратились. В Бенгалии был плохой урожай. Цены на рис выросли. Бедные люди не могли купить еду. Британское правительство не помогло. Местные чиновники просили Лондон прислать зерно. Лондон отказывал раз за разом. Более того, британцы вывозили зерно из Индии. Это был приговор для миллионов людей. Ты бывал в Таиланде или слышал об этой стране? Многие туристы едут туда отдыхать. Но Таиланд – это не только пляжи. Это страна с очень интересной историей. В Таиланде живут 66 миллионов человек. Из них 16 миллионов – рисоводы. Это четверть всего населения. Рис здесь не просто продукт. Рис – это политика. В 2011 году к власти пришел новый премьер-министр. Он пообещал фермерам, государство будет покупать рис по цене в 2 раза выше рыночной. Звучало хорошо. Фермеры были рады. Но что произошло на самом деле? Таиланд продает рис другим странам. Если покупать дорого внутри страны, то и продавать за границей нужно дорого. Но другие страны, Индия, Вьетнам, продавали дешевле. Покупатели ушли к ним. Экспорт Таиланда упал на треть. Государство потеряло огромные деньги. В итоге армия захватила власть. Но проблему фермеров это не решило. Они не умели выращивать ничего другого. Им нужен был рис. И военные были вынуждены снова начать покупку зерна у фермеров. Вот как рис управляет страной. Даже генералы подчиняются рисовым фермерам. Теперь поговорим о самом интересном. Рис меняет не только экономику и политику. Рис меняет то, как люди думают. Ученые провели эксперимент. Американцам и японцам показывали одно и то же видео с рыбами под водой. Американцы описывали рыб, какого они цвета, как двигаются. Японцы описывали воду, водоросли, дно. Все вокруг. Японцы видели картину целиком. Американцы выделяли отдельные части. Почему такая разница? Рисовые поля требуют общей работы. Нельзя работать одному. Нужны соседи, нужна помощь. Поэтому люди, которые выращивали рис, думают о группе, а не о себе. Пшеницу можно выращивать одному. Поэтому народы, которые выращивали пшеницу,
думают больше о себе лично. Северный Китай выращивал пшеницу, и там думают, как на Западе. Южный Китай выращивал рис, и там думают иначе. Одна страна, два типа мышления. Причина в зерне. Ты знаешь, что такое экономическое чудо? Это когда одна страна за несколько десятков лет становится богатой. В 20 веке это случилось сразу с несколькими азиатскими странами. Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур – все эти страны прошли один путь. Сначала люди работали много и брали мало денег. Это рисовое наследие, привычка много трудиться. На заводах делали простые товары. Одежду, игрушки, ткань. Продавали за границу. На эти деньги строили дороги, школы, больницы. Потом переходили к более сложному производству. Машины, сталь, электроника. Потом компьютеры и микросхемы. В Японии большие компании работали как семьи. Рабочий был сыном компании, начальник был отцом. Это рисовая традиция – всегда думать о группе, а не о себе. Рис пытался попасть в Европу несколько раз. Солдаты Александра Македонского увидели рис в Индии и привезли его домой. Арабы принесли рис в Италию и Испанию. Но рис в Европе не прижился. Климат слишком холодный. Кроме того, рядом с рисовыми полями часто болели люди. В Испании за выращивание риса даже казнили. Так рис и не стал европейским зерном. Итак, что мы узнали? Рис – это маленькое зерно, но это зерно изменило историю половины человечества. Рис создал государство. Нужна была вода, вода требовала общей работы, общая работа создавала власть. Рис создал культуру. Китайцы поклонялись рису, японцы измеряли богатство рисом, индийцы встречали рисом новорожденных детей. Рис создал экономику. Японские биржевые инструменты пришли с рисовых рынков. Азиатский экономический рост вырос из рисового трудолюбия. Рис создал способ думать. Думать о группе, а не о себе. Работать вместе, а не одному. Сегодня азиатские экономики становятся все сильнее. Китай, Япония, Корея, Тайвань, Сингапур – эти страны определяют будущее мира. И в основе их успеха – рис. Может быть, в следующий раз, когда ты будешь есть рис, ты вспомнишь об этом. Маленькое зерно в твоей тарелке – это 1000 лет истории. Пока, мой друг. До новой встречи. Продолжай учиться, и у тебя все получится.